Здравствуйте, друзья! Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Автор статьи УПС-1970. Люди, лишенные совести, чаще вступают с ней в сделку. Парадокс. В год 6745, 1237, при благоверном великом князе Георгии благоверный епископ Митрофан поставил над трапезой в святом соборном храме Богородицы киот и украсил его золотом и серебром. В тот же год был расписан предел церкви Святой Богородицы. В тот же год зимой пришли из восточных стран на Рязанскую землю лесом безбожные татары и начали завоевывать Рязанскую землю и пленили ее до Пронска. И взяли все Рязанское княжество и сожгли город, и князя их убили. А пленников одних распинали, других расстреливали стрелами, а иным связывали руки сзади. Много святых церквей предали они огню, и монастыри сожгли, и села, и взяли отовсюду немалую добычу. Потом татары пошли к Коломне. В ту же зиму выступил Всеволод, сын Юрия, внук Всеволода, против татар. И встретились они у Коломны, и была битва великая, и убили воеводу Всеволода Еремея Глебовича, и многих других мужей Всеволода убили, а Всеволод прибежал во Владимир с малой дружиной, а татары пошли к Москве. В ту же зиму взяли татары Москву, и воеводу убили Филиппа Няньку за правоверную христианскую веру, а князя Владимира, сына Юрия, взяли в плен, а людей избили от старца до грудного младенца, а город и церкви святые огню предали, и все монастыри и села сожгли, и, захватив много добра, ушли. И было видеть страшно и трепетно, как в христианском роде страх и сомнения и несчастье распространялись. Мы согрешили и наказаны, так что жалко было видеть нас в такой беде, и вот радость наша превратилась в скорбь, так что и помимо своей воли мы будем помилованы в будущей жизни. Ведь душа, всячески наказанная в этом мире, на будущем суде обретет помилование и облегчение от муки. О, сколь неизреченно, Боже, Твое человеколюбие! Именно так должен наказывать добрый владыка, и я, грешный, также много и часто Бога гневлю, и грешу часто каждодневно. Так писал неизвестный летописец о пришедших на Русь татарах, а неизвестно откуда появившейся Великой Орде, которая пошла на Русь. Но остался вопрос, как кочевое племя на конях чуть выше ослика смогло разорить цивилизованные города? И захват ли золота был основной целью неслыханного войска, если от них так страдали именно христиане? Давайте не будем делать выводов, а просто рассмотрим хронологию событий, выпавших на долю последних правителей Руси из рода Рюриковичей. Может, тогда истинные причины нашествия татаро-монголов и их неприязнь к Ватикану станут более очевидными. А началось все на реке Калке, после того, как в 1222 году в Беловодье было принято решение духовное руководство старой веры называть орден. 31 мая 1223 года на Калке происходит первое сражение христианских русских и половецких князей с войсками ордена под руководством Тимчика Чингисхана, в котором последние одержали победу. Вот что говорится об этом событии в Галицко-Волынской летописи. В год 6732-1224 пришло неслыханное войско, безбожные моавитяне, называемые татарами. Пришли они на землю половецкую. Половцы пытались сопротивляться, но даже самый сильный из них, Юрий Кончакович, не смог им противостоять и бежал, и многие были перебиты до реки Днепра. Татары же повернули назад и пошли в свои вежи. И вот когда половцы прибежали в русскую землю, то сказали они русским князьям: «Если вы нам не поможете, то сегодня мы были побиты, а завтра побиты будете вы». Был совет всех князей в городе Киеве, и решили на совете так: лучше нам встретить их на чужой земле, чем на своей. На этом совете были Мстислав Романович Киевский, Мстислав Козельский и Черниговский, и Мстислав Мстиславич Галицкий. Они были старейшими князьями русской земли. Великого же князя Юрия Суздальского на том совете не было. А младшие князья были Даниил Романович, Михаил Всеволодович, Всеволод Мстиславич Киевский и иных князей много.
Тогда же крестился великий князь Половецкий Басты. Василька там не было, он по молодости остался во Владимире. Побеждены были все русские князья. Такого же никогда не бывало. Татары, победив русских людей из-за прегрешений христиан, пришли и дошли до Новгорода Святополкова. Опять вопрос, почему у победителей было такое жестокое отношение к захваченным в плен князьям? В их убийстве виден магический ритуал. Как известно, на связанных князей были положены доски, на которых во время пира сели тысячи воинов-победителей, и в то же время несколько попавших к ним в плен бояр были отпущены на все 4 стороны. Как оказалось, они не были христианами. Сибирские скифы, известные в истории как монголы, вели долгую войну с Золотой империей чурдженей, с империей Тангаутов-Ся, с царством тибетцев, с мощной Китайской империей. Они разгромили государство Хорезм-Шахов, захватили Иран, Афганистан, вышли к Сирии. На северо-западе они добрались до Адриатики, но не попытались завоевать Индию. Почему? В XIII веке ее можно было взять голыми руками. Индийские княжества враждовали между собой и не были готовы к отражению агрессора. Веди Чингисхан чисто грабительские войны, он бы обязательно захватил Индию. В плане золота, серебра, драгоценных камней она могла дать столько, сколько не могли дать ни Иран, ни Афганистан вместе взятые. С другой стороны, в 1227 году Тунгутское царство Си-Ся, созданное в конце X века тангутами, на территории современной китайской провинции Ганьсю и западной части провинции Шэньси, было захвачено Чингисханом и полностью уничтожено. Как оказалось, это была месть за невинно погибших одного из южных и сибирских княжеств, которое было вырезано до последнего человека. Может, поход Чингисхана был предупреждением и для Руси? В 1237 году на Русь приходит хан Батый, разоряются и сжигаются христианские Москва и Киев. В 1242 году блестящая победа Александра Невского на Чудском озере, ледовое побоище. Изгнание ливонских рыцарей из Копорья и Пскова. В это же время Батый при Лигнице наголову разбивает объединенное рыцарское войско всей Европы, превосходившее вдвое по численности. В 1245 году Невский побеждает литовцев в районе Витебска и Торопца. По сути, мы видим грандиозную широкомасштабную войну Руси Восточной в союзе с Русью Сибирской против созданных Ватиканом орденских военных союзов. Как ни странно, в этом кровавом противостоянии на стороне союза принимает участие император Фридрих II Гогенштауфен. Вместе и русские, и немцы разбивают папство, остается его только добить. Но, к несчастью, этого так и не происходит. Как раз накануне вторжения войск союзников в Италию в далекой азиатской столице, городе Харахоре, внезапно скончался верховный владыка Сибирской Руси Каган Агей, по тюркской транскрипции Удэгей. Вместе с ним из жизни ушли и многие жрецы. То, что это был встречный ответ Запада по нейтрализации Сибирской Руси, сомнений не вызывает. Поэтому Батый срочно двигает свою армию назад за Волгу. Если взглянуть на события несколько ранее описанных, то можно заметить, что на Южном Урале и в Сибири начал активно насаждаться ислам, точно так же, как в Восточной Европе христианство. К примеру, кто такие турки? По сути, это византийцы. Турок там было буквально около 50 тысяч. Византийцы приняли исламские ценности и стали турками. Грека от турка не отличишь, по генетике это один народ. В 1453 году, после признания византийским патриархом главенства над византийским христианством Римской католической церкви и неоказывания обещанной папской курией помощи в борьбе с турками, прекратила свое существование Византийская империя. Конечно, Иван III мог помочь военной силой своему родственнику из Византии. Был женат на племяннице последнего императора Софьи Палеолог, но почему-то не захотел. Он сослался на то, что занят войной с католической Литвой. В результате масса обездоленных греческих священников хлынула на просторы единоверной Руси, и Иван III очень скоро пришел к решению о необходимости религиозной реформации в пользу византийских беженцев. Кончилось тем, что христианская церковь Сергия Радонежского вынуждена была уступить греческой и уйти в подполье. То же самое ранее происходило и в Тартарии. Южный улус, который откололся от Центральной империи, попал под влияние исламских проповедников.
В 1390 году Золотая Орда переживает многолетнюю засуху и вспышку холеры, выкосившую целые города. В результате она разделяется на 3 отдельных княжества – Астраханское, Казанское и Крымское. Окончательный удар по Орде наносит в 1395 году эмир Аксак-Тимур, другое произношение Тимур-Ленг, Тамерлан, разбивший полки Тохтамыша. Тимур берет столицу Золотой Орды и угоняет в Самарканд женщин и детей. В результате от 150 городов Сибирской Руси остаются одни руины, ничего нет, ни книг, ни летописей, ни карт. А те, кто остался, вынуждены были принимать ислам. Таким образом мы получаем исламский пояс: Волжская Булгария, Камская Болгария, Астраханское княжество, Крымская и южная полоса на восток. В результате Восточная Европа и Тартария или Сибирская Скифия были разъединены. Рюриковичи. Что в таких условиях делает Иван Грозный? В начале октября 1552 года он завоевывает Казань, через 2 года – Астрахань. В результате опять открывается дорога Руси в Тартарию. То есть Русь скифская могла начать объединяться с Русью европейской. Как это почти произошло в XIII веке. Но тогда Западной Европе удалось спастись только благодаря Пятой колонне, которая действовала в сердце самой Орды. В 1555 году в честь военной победы русского войска над Казанским ханством в Москве начато строительство храма Василия Блаженного. Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву. 12 июля 1561 года строительство было завершено. Обратите внимание, храм очень необычен для христианской архитектуры и имеет 9 церквей на одном фундаменте. Видимо, это хорошо понимал и Запад, поэтому теперь, чтобы не допустить повторения событий нашествия хана Батыя, Запад предусмотрительно обрушивает на города Тартарии ядерные заряды, буквально по всем городам Сибири. Сейчас вы в любом городе Сибири можете найти странные круглые озера, которые возникли на местах взрыва ядерных бомб. Чего только стоят их названия – Адово озеро, Шайтан озеро, Чертово озеро, Мертвое озеро и тому подобное. В центре Томска, Гростиана, до сих пор находится абсолютно круглое озеро. Физики ТГУ хорошо знают, что на дне Белого озера радиоактивный фон выше, чем в городе, но объяснить странное явление не могут. Вы можете этому не верить, это ваше право, но именно так была уничтожена их арабская цивилизация. Перед своим исчезновением этот народ, имевший многолюдные по тем временам города в долинах Инда и Ганга, принялся строить оборонительные укрепления, чего раньше никогда не делал. Однако укрепления, видимо, не помогли. Их арабский период индийской истории сменился арийским. Вам не кажется, что события повторяются? Естественно, после такого удара наступает то, что в науке принято называть малым ледниковым периодом. Города и столицы Тартарии, построенные в основном из дерева, с зимы 1557 года перестали существовать. Уцелели только многоярусные подземелья и пирамиды, построенные задолго до этих событий. С 1557 по 1570 год из-за ухудшения погоды на Руси наступает время сплошных неурожаев и голода. Простой народ московитского царства не понимал, что происходит. Знали о гибели Сибирской Руси только царь и его бояре. Боярство Ивана Грозного в панике, оно перепугано, так как понимает, что если оно не пойдет навстречу Западу и не введет крепостное право, получит то же самое, что обрушилось на Тартарию. Вся Европа уже была под крепостным правом, но Ивану Грозному оно было не нужно, он опирался на народ, поэтому ему нужен был свободный народ. Не сумев уговорить Ивана Васильевича, масса перепуганных бояр и воевод сбегает на запад. Узнав об этом, весной 1571 года на Москву совершает набег крымский хан Девлет-Гирей, воспользовавшись и российскими неудачами в Ливонской войне. 120-тысячное войско совершает молниеносный набег на Москву и сжигает ее в очередной раз. Казаки в это время были заняты войной с Турцией и никак не могли помочь Ивану Грозному. Что интересно, только за одну Варфоломеевскую ночь с 23 на 24 августа 1572 года в Париже были зверски уничтожены более 3000 гугенотов, то есть почти столько же, сколько погибло за все правление Ивана Грозного.
Причем вырезан под корень был цвет французской нации, съехавшийся отовсюду на бракосочетание Генриха Наварского и Маргариты Валуа, королевы Марго. Вслед за Парижем протестантские погромы прокатились по всей стране. Как отмечается в справочной литературе, только за первые 2 недели погибли около 30 тысяч гугенотов. По ходу Ватикан страховался капитально, чтобы не допустить промаха, как с Фридрихом II Гогенштауфен. Но железная воля царя Ивана Грозного осталась непреклонной. Он продолжает Ливонскую войну и уничтожает Ливонский орден. Иван Грозный попытался вернуть России по праву принадлежащие ей земли, отторгнутые иноземцами. Праведность этой многотрудной, кровопролитной и, к сожалению, безрезультатной войны понимали все, от царя до рядового стрельца. Всеобщее воодушевление и надежды в концентрированной форме сумела выразить летописная степенная книга. Земля Ливонская, в которой было больше 70 городов, в древние времена земля та называлась Чудской, где великий князь Ярослав Владимирович и город основал в честь имени отчего Юрьев, и многие святые церкви построил, и там были епископы православные, и подчинялись они русской митрополии. А потом богомерзкие немцы, пришедшие из-за моря, поселились в Чудской земле и дань стали давать русским государям в Великий Новгород. А когда расплодились и разбогатели, и возгордились самомнением, то не только перестали дани давать Новгороду, но и начали вести войну супротивную и чинить пакости многие Великому Новгороду и Пскову. Причем иногда побеждали, а иногда и сами бывали побеждены. Однако в 1582 году между Россией и Польшей было заключено перемирие на 10 лет. Царь Иоанн Васильевич уступил 52 местечка в Лифляндии полякам возле литовской границы. И что к Полоцку принадлежать, то назад от поляков в Россию возвращено Великие Луки, Заволочье, Невилла, остров со всеми принадлежащими к ним местами. Оной мир учинен на 10 лет, когда он и оба патитанты будут живы, и ежели который из них приставится, то другой волен, как хочется войну зачинать. Которые миром великие послы друг друга поздравили и присягами укрепили, а шведы в тот мир были не приглашены и не вступили. Львовская летопись. Чтобы не допустить этого, против Руси объединяются Литва, Швеция, Польша, Франция, Германия, Швейцария. По сути, это была уже мировая война, хотя официально Германия и Швейцария в ней не участвовали, но участвовало огромное количество наемников из этих стран. А у России тогда и ресурсов-то не было. Деньги уходили на покупку хлеба из-за неурожаев, а людских ресурсов просто не было. Из Тартарии помогать было тоже некому, ей самой нужна была помощь. Поэтому Иван Грозный послал Ермака в Сибирь, чтобы не пустить в Тартарию Кучума. В результате Кучум опять уходит в степь, нарывается там на калмыков и погибает. Погибает и сам Ермак, а помочь ему Иван Грозный уже не смог. Из-за предательства бояр Иван Васильевич понес огромные потери в Ливонской войне. Пятая колонна начала активно действовать и на Руси. По сути, то же самое произошло и со Сталиным накануне Второй мировой войны, но зная о существовании кругов времени и то, что случилось с Иваном Грозным, Сталин перед войной успевает нейтрализовать своих предателей во главе с Тухачевским. В результате свою войну он выиграл. Конечно, надо было оторвать голову и Жукову с Тимошенко, как Павлову, но он поступил мудрее, заставил их работать во благо России, чем просто утер нос Западу. Понимая, что Ивана Васильевича не сломить, Запад принимает решение его отравить. Всю семью Ивана Грозного травят Сулеймой. К власти приходит Федор Иванович, но и он понимает, что кругом одни предатели из боярства. Как пишут, он очень любил свою жену, сестру Бориса Годунова, и, понимая, что обух плетью не перешибить, он имитирует свою смерть, а сам уезжает в Архангельск к поморам и там заканчивает свою жизнь. Есть версия, что первые карты Баренцева и Карского морей составлены именно его руками. От него пошли и великие землепроходцы, включая Пржевальского, который является отцом Иосифа Сталина. Но это еще не все. В Тартарии были уничтожены все крупные города, но остались деревни. Огромное количество деревень. В результате Сибирь опять начала отстраиваться. После Федора Ивановича царем становится Борис Годунов. Он долго не решался надеть шапку Мономаха, вроде бы колебался.
21 февраля в Новодевичий монастырь, где уединился Годунов с семьей, патриарх с крестным ходом пришел умолять Бориса о принятии короны. В 1598 году на Земском соборе он был избран царем. В услугу перед боярством Борис Годунов отменяет Юрьев день – закабаление крестьян на земле. Теперь их можно продавать, менять на щенков, все что угодно. Но проходит буквально 3 года, и Годунов восстанавливает Юрьев день. Но тут случается малый ледниковый период. Вся казна Бориса Годунова уходит на покупку хлеба, чтобы хоть как-то спасти свой народ от голода. Огромные обозы с рыбой идут на юг, и поморы как могут помогают Руси, за что их всех потом и уничтожил Петр I. Голод 1601-1603 годов начинается в 1601 году, в мае месяце, с бомбардировки Тартарии астероидным дождем. Миллионы крупных осколков обрушиваются на всю территорию Тартарии. Выгорают почти все леса. Остаются нетронутыми только земли Крайнего Севера, где жили в основном монголоидные народы, да челдоны. Почему мы так в этом уверены? У селькупов есть миф, что Номи-Тору, чтобы уничтожить народ, сорвал с неба самую крупную звезду и бросил ее на землю, а его слуги атаковали эту звезду из своих луков, расколов звезду, и она огненным дождем обрушилась на землю. Борис Годунов отправляет в Сибирь корпус стрельцов, чтобы узнать, что там происходит. Служивые возвращаются с документами, подтверждающими, что Сибирь еще жива и заново отстраивается, а города возрождаются. Тогда Борис Годунов отправляет Данилу Чулкова на территорию Тобольска, чтобы построить острог и начать продвижение Руси в Тартарию. Пережить такое Запад не может и подписывает Борису Годунову смертный приговор. Его травят. Стоит напомнить, что ранее в 1587 году умирает польский король Стефан. Борис Годунов обращается к полякам с предложением быть у них королем, обещая объединить Польшу и Россию. Уже и послы российские прибыли в Польшу, но тут шведы заявляют свои права на престол польский, мотивируя это древностью шведского и готского государства, указывая на древние кондиции Николая Ратволдуса. Это приводит к тому, что поляки, исключив Россию, единогласно выбирают себе в короли шведского кронпринца Сигизмунда. Видя такие бесчинства в выборе короля польского, Сибирское царство добровольно приходит в подданство российского государства. 13 апреля 1605 Борис Годунов казался веселым и здоровым, много и с аппетитом ел. Потом поднялся на вышку, с которой нередко обозревал Москву. Вскоре сошел оттуда, сказав, что чувствует дурноту. Позвали лекаря, но царю стало хуже. Из ушей и носа пошла кровь. Царь потерял сознание и вскоре умер. Царем становится сын Бориса Федор, умный и образованный юноша. Но 1 июня 1605 года в Москве вспыхивает мятеж сторонников Лжедмитрия. Федора Годунова и его мать убивают, оставив в живых лишь дочь Бориса Ксению. Ее ждала участь наложницы-самозванца. Официально было объявлено, что царь Федор и его мать отравились, тела их выставили на показ. Затем из Архангельского собора вынесли гроб Бориса и перезахоронили в Варсоньевском монастыре близ Лубянки. Там же захоронили и его семью без отпевания как самоубийц. Запад находит Гришку Отрепьева, Лжедмитрия I. Гришка с Марией Мнишек, прибыв в Россию, опять не оправдывает надежды Запада. Он начинает заниматься теми же делами, которыми занимался Борис Годунов – возрождением городов, развитием связей Московии и Тартарии. Видимо, именно за это уже при Романовых так жестоко был убит сын Лжедмитрия I Иван. Историки называют возраст сына Марины Мнишек на день казни – 4-летний. Недолгое его правление все историки описывают как полезное и благодетельное для России, но явно на польский манер. Царствовал он с 21 июня 1605 года по 17 мая 1606 года, неполных 11 месяцев. Как свидетельствует Конрад Бусов, восставшие разыграли с бедным Дмитрием действо о муках страстных нисколько не хуже, чем евреи с Иисусом Христом. Били, переодевали в чучело, издевались, требовали признаться в самозванстве, однако он молчал. Затем уже князья и бояре там же в Кремле зарубили его саблями и проткнули пиками, затем сбросили с высокого царского крыльца. В 1606 году на московский престол садится Василий Шуйский.
Но Шуйский тоже был Рюрикович. Он продолжает прошлые дела и, более того, закрывает морской ход иностранцам в Тартарию. Он перекрывает им дорогу с севера в устье Оби. Запад в бешенстве. Что примечательно, во время царствования Василия Шуйского тела Бориса Годунова, жены его и сына были перезахоронены в Троицком монастыре со всеми почестями. Царь Василий Иоаннович, хотя себя в народе аки милосердным сотворите, соболезную о фамилии Бориса Годунова, что тот Лжедмитрий такое над ними оказал мучение и всех искоренил, кроме чери его Ксении. Того ради повелел его величество тело Борисова, жены его и сына из земли вынять и с честную церемонию погребения учинить в монастыре Троицком. Уже в августе 1606 года князь Григорий Шаховской, бежавший в Польшу с золотой государственной печатью, распускает слухи, что убит был не Дмитрий, что сын Грозного опять спасся от врагов. Кто он был, этот Лжедмитрий II, неизвестно. Стихийное возмущение народа обернулось невиданной по своим масштабам крестьянской войной, которую возглавил Иван Болотников. Одновременно на Новгород обрушивается армия шведов. По сути, западный мир начинает натуральное завоевание страны. За время четырехлетнего царствования Василия Шуйского в результате ожесточенной гражданской войны центральная Россия превращается в подобие кладбища. Но неожиданно появляется гениальный полководец, племянник Шуйского Михаил Скопин-Шуйский. Он разбивает шведов, разбивает Тушинского вора, освобождает Москву, выгоняет поляков. Все знали, что он будет царем, и Василий Шуйский хотел, чтобы он был царем. Но молодого Скопина-Шуйского травят на пиру, а в этом обвиняют Василия. Как Василий Шуйский не оправдывался, что он не травил своего племянника, его отстраняют от власти. После свержения в июле 1610 года Василия Шуйского, отправленного в плен к полякам, власть в стране переходит к Государственному совету, состоявшему из 7 наиболее авторитетных членов Боярской думы. Этот формально вполне демократический орган получил в истории название «Семибоярщина». Одной из первых же акций этого якобы российского правительства было самое что ни на есть антироссийское решение, а именно – не избирать более никогда на российский престол представителей русских родов. Вот тебе, бабушка, Юрьев день, как говаривали в те времена. Бояре всеми силами пытались убедить русских людей, что под эгидой Речи Посполитой России суждено лучшее будущее, и корона польских королей ей более идет к лицу, чем шапка Мономаха. Как известно, Василий Шуйский с братом Дмитрием похоронены в Варшаве. Выходит, прав был Иван Грозный, каленым железом искореняя боярскую крамолу. Спустя менее чем 30 лет после упразднения опричнины, бояре на деле доказали, что они и есть первейшие враги российского государства и российского люда. Именно Семибоярщина заключила с польской шляхтой договор, признававший новым русским царем Владислава. Признав королем Сигизмунда, они ставят во главе российского государства королевича Владислава, тем самым отдавая страну фактически на растерзание Ватикану. Видимо, последние Рюриковичи так напугали Запад, что Ватиканом было принято решение сменить династию правителей Руси. На историческую сцену выходит проект воцарения Романовых. Такое ощущение, что Россией до сих пор правят иноземцы. Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи. Автор статьи УПС-1970. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.